Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт. И при этом, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И все же, если мы говорим о личной жизни, понятно, это про любовь, это про приятные эмоции, про чувственность, про заботу и эмпатию в целом. Но личная жизнь – это еще и наши достижения, вопросы дома и денег, никуда не денешься. Ваши планы на будущее и, конечно, ваша самореализация. И энергии 2025 года призывают нас всех привести в баланс все эти направления. Все будет важно. Мудрость, гибкость, понятно, дипломатия – это ваша сильная сторона, основные союзники в 2025 году. И для вас это, мои дорогие весы, словно может быть годом старта и очень важных решений. Решение придется принимать, это я даже так планетарно. И, может быть, вы будете, ну, вот на таком пороге событий стоять, когда этот самый какое-то решение или вывод, или решиться само по себе на что-то для вас будет очень сложно, мои дорогие. Внешние события, обстоятельства во многом нас могут не просто удивлять, ставить могут и в тупик или где-то разочаровывать. Но поэтому и будет важно отстроить или сохранить центр своего благополучия с нашими желаниями в соответствии и с теми возможностями, которые у каждого есть на или будут в 2025 году. У нас сегодня две колоды карт. Первая – это у нас колода Таро ангелов, поддержки патронажа ангелов, а вторая колода у нас оракул сердца, тоже ангелы. Итак, первую карту, которую мы с вами достанем. Ваше настроение, весы, и общий фон ваших энергий. Вот так, на ваш личный настрой на 2025 год. Вторая карта, что будет радовать, что вам будет помогать. Может быть, что само будет идти в руки. Или какой-то, ну, все равно, всегда у нас какой-то позитивный момент в году или сфера жизни, которой нужно уделить максимальное количество внимания. И, глядишь, тогда основные сферы тоже подтянутся. Вот мы это узнаем, что же идет в руки. Как проявит себя партнер по отношению к вам? Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. Достанем 4 карты на колоде оракула. Это будут как знаки судьбы. Ну и совет от карт. Именно от оракула. В какие энергии он направит ваш знак зодиака, что посоветует. И первая карта, что важно знать. И если мы рассматриваем в целом несколько энергий, то энергия любви будет следующая карта. Энергия дома, энергия денег и ваших достижений. Что же с настроением у весов? А вы знаете, тут очень хорошее должно быть настроение. По крайней мере, общий фон будет этому способствовать. Это когда у нас сбываются конкретно наши мечты. И это карта счастья. Вот именно в этой колоде девятка воды означает, вот как, наверное, дунул на этот одуванчик, и семечко уже где-то осело, и потом дало хороший росток и принесло замечательные плоды. Это время ваших достижений, это точно. Пусть не в этой колоде, но все же девятку воды я чаще называю карта эгоиста. Почему? В классических колодах изображен человек, персона, который находится среди своего богатства. Ну, кстати, на темном фоне, потому что на первое место он ставит достижения. Поэтому, ну, как ни крути, для вас все же какое-то личное самовыражение. Или когда вы свое хобби, может быть, будете монетизировать или каким-то образом развивать. Когда вы выполните, мои дорогие весы, как бы это пафосно ни звучало, свою миссию. Мы все приходим на планету Земля, и у каждого из нас своя цель. Суметь прочувствовать вот это направление. Зачем я пришел в эту жизнь? Что я могу осуществить? Как я могу быть счастливым? Это основная задача — быть счастливым. Но
У каждого, опять же, вот эта самореализация или счастье, оно приходит по-разному. Так вот для вас себя не поставить на второй план в целом будет очень важно. И, по крайней мере, если вы еще пока не получите даже в 2025 году какого-то ощутимого итога. Помните, планета Плутон у нас находится в Водолее, это новая программа на 20 лет, и для вас это позитивное время, потому что энергия Водолея как раз и способствует добрым переменам, причем тем переменам, которые, может быть, проходят через метаморфозу или про то, нам говорят, когда иррациональное начинает господствовать над нашей жизнью, открывая перед нами новые дороги. И поэтому, если даже долгий период предшествовал, когда ничего не получалось, все валилось из рук, здесь, с одной стороны, энергии, которые могут вас и вдохновлять, отчасти где-то подталкивать, выйти, может быть, у кого-то из одиночества, если уж мы смотрим на личную жизнь, или если мы смотрим на личную жизнь через личные достижения, наконец что-то начать, мои дорогие, или продолжить изменить в каком-то новом ключе. И в конечном итоге, поверьте, результат будет того стоить, вы себя много раз похвалите, поблагодарите за то, что когда-то однажды решились. Поэтому не пропустите доброй энергии. Что вас будет радовать или что вам само идет в руки? Вы знаете, я могу сказать, скучать будет некогда, сам в руки идет драйв. Это карта скорости, это карта перемен, где-то трансформации вашей активности, и когда вы чего-то не можете оставить на потом. И значит, каково бы ни было событие или обстоятельство или предложение, вот с чем вы будете сталкиваться. Где-то ваша молниеносная реакция, может быть, это не значит, что мы сразу соглашаемся. К примеру, приходит предложение или какая-то новость, нужно перепроверять, потому что себя нужно страховать. Но в вашей какой-то быстрой или молниеносной реакции, когда вы не отложите что-то на потом, будет зависеть ваше счастье, ваш успех, новое качество жизни. И это могут быть какие-то документы. Прежде не получалось что-то оформить, а тут Его Величество случай, словно раз и дает тебе возможность. И вам нужно переключить с одного себя дела на другое, на что-то, и быстро решить тот вопрос, который именно в руки-то и идет. Или какая-то оказия, может быть, у вас получается. Тут самое главное не думать, что сегодня пришла возможность, ну и ладно, можно успокоиться. Завтра будет то же самое. Завтра не будет похоже на предыдущий день. Поэтому примите это во внимание. Ну, понятно, те, кто не самые деятельные натуры, перемены все-таки будут. Но и они тогда будут зависеть от того, каковы будут обстоятельства. Помните, наверное, мои дорогие весы, если вы сами не выходите судьбе навстречу или продолжаете какой-то, ну, я не побоюсь сказать, может быть, это кому-то не понравится, но тем не менее, по-другому это не называется. Если вы не закончите, не завершите какой-то застойный период пустого ожидания, перемены, они все равно будут происходить. Но тогда вы словно верите Его Величеству, случаю, свою судьбу. И, как будто карта говорит, тогда не обижайся. Но позитивный момент, когда вот именно ухватить вот эту птицу Феникс, птицу счастья за хвост, 2025 год, это как отправная точка. Давайте узнаем отношение партнера к вам. Пока нам вообще-то не про любовь. Хотя у кого-то восьмерка жезлов будет означать, что это вы куда-то перемещаете. Это карта еще перемещаетесь. Это карта переезда. Может быть, много в целом будет каких-то поездок. У кого-то и работа может совпадать с командировками. Но это еще и может быть очень далекий переезд. Для кого-то это может быть работа на самого себя. Кто-то из нас начнет развивать бизнес или будет искать такую работу, или обучаться даже, чтобы иметь возможность работать из любой точки мира. Почему? Необходимо быть мобильным. Это как важное условие. Тогда и в руки все само идет. Ну, наверное, я уже об этом сказала. А если мы в каком-то стопоре, ну, вот так вот себя ограничиваем, ну, тогда и какие-то возможности теряем. Что же про партнера? Как он к вам относится? И вы знаете, в этой карте я вижу так. И если прежняя была какая-то история, не совсем понятная, к примеру, и мы ведь спросили отношение партнера к вам, то есть больше это предполагается те отношения,
то взаимодействие, когда вы друг друга или знали, или, может быть, это люди семейные, или, возможно, вы жили вместе, но отношения ваши были не оформлены. И вы уже где-то словно оказались на выборе, когда кто-то из вас уже готов поставить точку и забыть какую-то прежнюю историю. Но, конечно, основное условие, что ваши контакты продолжаются. И здесь может быть даже проживание вместе, когда вы видитесь с партнером, да, каждый день. Но может быть некая глухая стена недопонимания. Она в последние месяцы между вами возникла. И вроде бы есть еще интересы, есть и какие-то добрые воспоминания, как начинались ваши отношения, или есть все равно в каком-то контексте, когда вы себя или друг друга чувствуете, что да, все же это не финал, эти отношения могут быть продолжены. Тогда вот эта карта будет говорить, словно вам партнер выйдет навстречу. Он как-то откликнется. Может быть, за предыдущий, опять же, период он многие позиции передумал и понял или поняла. Жизнь не мила. Но, опять же, без вас именно. Но, опять же, это для тех пар, кто либо вместе, либо есть как минимум контакт. Это не есть, что мы сидим и ждем, что тот человек, с которым мы, может быть, прежде расстались, причем расстались так вот однозначно, он вдруг по какой-то причине вернется. Нет, этого не произойдет. Мы смотрим все же на те отношения, которые каким-то образом продолжаются. Ну, может быть, ни шатка, ни валка, или какая-то такая двойственная, качелеобразная ситуация. Тогда многие пересмысления партнер ваш как раз проведет и готов с вами в каком-то новом контексте с другими возможностями продолжать отношения. Эта карта может еще также говорить о том, что отношения были на расстоянии, и вы едете к партнеру, либо партнер едет к вам. Вот такое или встреча, когда происходит, когда вы сможете провести какие-то важные разговоры. Но, по крайней мере, настрой партнера, ваш адрес, в вашу сторону, он будет как минимум более внимательный. Какие-то, видимо, выводы, если перед этим или до этого он более легкомысленно относился к вашим отношениям, то теперь вашу ценность в его жизни он видит совершенно другого ракурса. Будет ли новое знакомство? Будет. И я не могу сказать, что это будет быстро. Кто-то свою жизнь из вас, мои дорогие весы, изменит на 180 градусов. И правда куда-то уедет, и может быть далеко, и даже навсегда. Причем вы перевернете страницу собственной жизни, вот именно как новую главу напишите. И даже если вы меня сейчас смотрите, мой расклад в 2024 году, и есть какие-то задумки, да, вот я хочу первое, второе, третье, и не просто хочу, а вы уже этим заняты, потому что по шестерке мечей всегда проходит активность. Опять же, нет паузы, нет стопора, но, может быть, вот эти разные направления вы еще пока в своей ментальности не уложили в какую-то стройную канву. Или много каких-то деталей неопределенностей, которые тоже пока, ну, вот не дают вам что-то осуществить. Или вы продумываете наиболее правильные шаги. Но какая-то концепция вот как раз правильного направления, она точно у вас складывается. Потому что начинается даже тот вопрос, будет ли у вас новое знакомство, с поездки, переезда, с того, что вы переворачиваете историю своей жизни. Переворачиваете, имеется в виду, пишете совершенно какую-то новую историю или, как я уже сказала, новую главу. Это вы сами, опять же, что-то делаете. Вы на что-то решаетесь. Это карта мужества, когда мы понимаем, что на прежнем берегу нас уже ничто не держит. Нас уже ничто не радует, вообще все надоело. И вот как раз период пустого ожидания у вас заканчивается. Или вынужденного ожидания. Тут мы можем быть по-разному, с разных позиций. И для кого-то это, наконец, может быть, если вы один или одна, и вы хотите, чтобы вот это одиночество в конце концов закончилось, вы как минимум выходите в социум. Или, может быть, вы начнете что-то изучать, или кто-то начнет путешествовать. Не обязательно очень далеко. Я с уверенностью могу сказать, что наверняка вы не знаете ближайшие окрестности
того места, где вы проживаете. По крайней мере, не все. Явно есть те места, которые мы для себя можем открыть заново. И любое путешествие, даже недолго, мы из него возвращаемся всегда другие. С новым вдохновением. Оно нас словно окрыляет. Оно нам показывает историю жизни, в которой мы проживаем, с другого ракурса, с того именно, который от нас словно все время ускользает. А здесь это может быть какой-то доброй подсказкой. Для вас, в принципе, повторяюсь, мои дорогие весы, не сидеть на месте – это добрый знак на весь 2025 год. И у кого-то новое знакомство через ваше перемещение, может быть, смену работы, смену социума, и будет происходить. Карта сама говорит, переверни страницу собственной жизни. Что вам может помешать? Когда вы успокоитесь, когда вы подумаете, что, у вас, кстати, все равно, для всех, мои дорогие весы, будут радостные моменты, потому что это карта праздника. Но она выпадает в позиции, что может помешать. Благоприятный период 2025 года вас может несколько расслабить. Может и захотеться праздника, с другой стороны, ресурсы у вас будут, и зачем что-то менять. Но, видимо, вот этот период ресурсный вам дается именно для того, чтобы вы в каких-то более добрых, приятных энергиях и сделали сами собой вот эту трансформацию. Или свою жизнь изменили к лучшему. Качество жизни, вот эта фраза. И это не просто избитая фраза. Это то, что вас последующие годы будет приносить вам и радость, и где-то вдохновение, уверенность. Это тот своеобразный якорь благополучия, когда мы уже потом можем не суетиться. Но, видимо, этот год подсуетиться определенно стоит, а мы можем расслабиться. Вот в этом будет опасность. Или когда, вам это может мешать. Да, иногда по тройке воды идет любовный треугольник. И, может быть, поскольку наш расклад на личную жизнь, это вы никак не можете с чем-то определиться. И в конечном итоге вот это новое направление взять. Тогда вам нужно с чем-то разобраться. Может быть, даже складываются как-то неплохо. Даже и в любовном треугольнике у вас все ваши направления. И где-то вы к этому, кто-то, по крайней мере, привык. Но, тем не менее, именно какая-то непонятная троичная ситуация, она для вас может быть своеобразным деструктивом. Вам нужно знать свое направление. Опять же, в этом ваша, как и сильная позиция, так и тогда высшие силы вам будут помогать. Давайте мы узнаем возможные сюрпризы. Наверное, свою жизнь где-то упорядочить. И те моменты, вопросы, может быть, по части денег, по части, возможно, каких-то важных согласований, составления документов или взаимоотношений с людьми, важными людьми, вам нужно привести действительно в баланс. Когда тройка воды – это не баланс. Представьте, что вы тройку пытаетесь поделить или положить в балансе на весы. У вас неизбежно с одной стороны будет один, а с другой стороны, на другой чаше, у вас будет два. Так вот, должно быть вот это самое равновесие обязательно. И не случайно весы нам показывают правосудие. Это будет важно для вас. Возможно, это для вас важно будет еще и для других людей, с которыми вы взаимодействуете. Но вы должны четко понимать, куда я иду. Здесь может быть всегда карта юстиция, причина и следствие, а в этой карте конкретно закон кармы. И поэтому, если вы прежде сделали что-то хорошо, то тогда пространство, Вселенная, высшие силы вам будут, пусть помощью через руки других людей, которых вы даже, может быть, и не знаете, но пространство вам будет помогать, чтобы вы что-то осуществили, то, что вам хочется, мои дорогие весы. Но если мы сделали что-то криво, не очень хорошо, нам пространство вернет на доработку эту ситуацию, и нам один на один в этот баланс придется приходить. Иначе это может быть своеобразным стопором, когда мы не идем, не можем идти, точнее, вперед. Может быть, сам по себе какой-то закон, мои дорогие. Здесь ведь может проиграться как конкретная ситуация. Прежде закон что-то не позволял сделать, а в 2025 году, и правда мы ожидаем,
с учетом многих планетарных транзитов, да и без транзитов, кто не знает астрологию, если посмотреть, что происходит в мире, мы понимаем, да, перемены, они неизбежны. Причем какие-то метаморфозные перемены как раз у нас и будут. Так вот, здесь какие-то подзаконные акты могут выйти, и то, что вчера словно был закрытый путь, здесь для вас откроется. Поэтому, правда, тут сама судьба где-то контролирует вас. Но если есть какие-то нерешенные вопросы, видимо, в 2025 году вам придется их решать. Ну, а для тех, кто уже все закрыл свои гештальты, это как квантовый скачок вперед. Давайте мы перейдем к оракулу, к знакам судьбы и узнаем, что важно знать, мои дорогие весы. Отпускайте необходимость в контроле. Позвольте ситуации развиваться, мои дорогие весы. Вот по тому сценарию, как вам представляет жизнь, судьба. Конкретно в этой карте написано «Предоставьте ситуации развиваться спонтанно». И может быть для вас как раз очень и важно увидеть новое направление, или для вас, по крайней мере, в свете тех меняющихся обстоятельств, которые происходят вокруг. Скажу более конкретно, не давите своим авторитетом, если это вопросы касаются личной жизни. Вы можете думать, что мое мнение, оно единственно правильное, а тем не менее это может быть совсем не так. Или вы из-за того, что вы имеете какие-то свои твердые убеждения, это прекрасно, но мы же говорим о том, что все меняется. И вокруг, наперед тоже могут быть точнее какие-то перемены. И для кого-то это будет проигрываться, когда вы слышите свой собственный голос, но вы не слышите голос другого человека. Или вам неинтересны, в принципе, у кого-то это может проиграться даже в семейной жизни. Вы не слышите чаяния партнера. Он вам пытается, может быть, что-то донести, а вам все равно хочется вернуться на свою волну и сделать что-то по-своему. Карта совершенно неоднозначно, конкретно обрисовывает вот эту ситуацию, поэтому будьте гибче. Может быть, и не случайно для кого-то эта карта будет говорить, что какие-то гештальты ты должен закрыть. Может быть, для вас что важно знать, если была какая-то ситуация именно в личной сфере, когда брак ваш распался, но остались дети, остались нерешенные вопросы, значит, их тоже нужно подвести к какому-то знаменателю. И, может быть, придется договариваться, может быть, сохранить диалоговую форму даже с теми партнерами, которые были прежде, определенно стоило или будет стоить на 2025 год. Но будьте более гибкими, мои дорогие весы. Вот, наверное, кульминационное, то, что нам, как важно знать, хотят передать карты оракула. Энергия любви. Давайте увидим. А это нам про любовь вообще говорят. Карта страсти. Вот такие энергии любви. Позвольте вашему сердцу и душе петь от радости. Вот, мне нечего добавить. Вот такие сильные, мощные энергии любви. Конечно, вы можете соединить где-то свои достижения, желания, еще одновременно встретив нового человека. Или какой-то прежний союз для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. И, может быть, ваши отношения вам в чем-то напоминают уже рутину. И, тем не менее, страсть может вспыхнуть с новой силой. Мне нечего добавить. Это сама по себе земная любовь, мои дорогие. Хорошо, давайте будем идти дальше. Энергии дома. Держи свое сознание открытым. Ну, наверное, это все то, что я уже до этого времени говорила. И вверху как раз вот та карта, которая нам и говорит, что ослабь контроль, перестань все контролировать, позволь ситуации развиваться самой по себе или позволь человеку право какое-то, может быть, близкому человеку или близким людям, право на их собственную точку зрения. И здесь нам говорят, что вообще вторая половинка может отличаться от того человека даже, которого, с кем вы общаетесь в вашем, может быть, в привычном круге или в вашем социуме. И значит, где-то это будет подтверждать карта, что тот партнер или партнерские отношения, что важно знать, которые существуют на данный момент. Если есть у вас какие-то споры или бесконечные дискуссии,
Задумайтесь, мои дорогие весы, может быть, просто вы действительно разные. Вопрос не в том, кто кому что докажет, а когда вы сумеете услышать друг друга. Может быть, это и та тема или тот вопрос, когда вы скажете или спросите у самого себя, а могу ли я надеяться на этого партнера? А вообще этот человек может быть мне надежной опорой или нет? Сумеем мы вдвоем смотреть в одном направлении, даже с условием того, что мы разные. Вот, наверное, что важно знать. Для вас вот эта кульминация. Можете вы смотреть в одном направлении вдвоем с партнером или нет? А то, что вы разные, ну, это нормально, потому что, когда люди сходятся, это два совершенно чужих человека. Они мыслят по-разному. Они воспитаны своими родителями. И поэтому сказать, что мы, ну, вот абсолютно похожи друг на друга, ну, такое тоже в нашей жизни бывает. Но это не дает гарантии, что отношения развиваются всегда хорошо. Иногда скука приходит. Вот, кстати, такой момент. И это тоже уже не гуд, прямо скажем. Поэтому каким-то образом на энергии дома будут влиять. Это как если мы на личную жизнь, когда вы будете великим дипломатом, мои дорогие весы, и будете рассматривать, никого не обижая, не давя своим авторитетом на своих домочадцев, на своих близких, а как раз допуская то, что у каждого может быть свое мнение. Или кто-то из вас встретит свою вторую половинку, то, что как отношение по судьбе. Не случайно, как закон кармы вам выпадает. И это будет совсем другой человек, который говорит, может быть, на другом языке. Он другой религии, вероисповедания. Он находится где-то далеко. Он совершенно, и для вас, может быть, прежде это даже не предположительно было, что вы можете связать свою жизнь. Или будет какой-то контакт, интерес с подобным человеком или подобным представителем, может быть, ну, определенного направления, религии, к примеру, да, тут вот такие духовные вопросы могут быть еще связаны одновременно и с местом пребывания, перемещением, может быть, вашими интересами, вашей работой. Тут может прийти человек для кого-то новый, именно через ваши достижения, работу или через ваши новые интересы. Поэтому и это как бы для дома энергия. Поэтому баланс держать придется. Энергия денег и ваших достижений. Вы знаете, тем не менее, хоть нам и карта скорости выпала, и мы говорим, промедление как будто смерти подобно, важные решения придется принимать, но в то же время есть некоторые вопросы, ну, наверное, то, что у нас два ангела изображены, и если вы видите непредвзято, к примеру, решая вопросы по документам, что вы вынуждены выжидать какой-то регламент. Есть те вопросы, когда мы на них не можем повлиять, мы не можем что-то ускорить. И нужно для вас различать. Вот когда сама судьба вам помогает решить какой-либо вопрос, это одно. К примеру, вот не могли оформить, подписать какой-то документ, а здесь у вас эта оказия как раз открывается. И значит, нужно ехать, подавать соответственные документы для того, чтобы этот документ был рассмотрен и вы его в конечном итоге получили. Так вот, наши действия, которые предусмотрены до того момента подачи документов, это одно, как скорость. И второе, вот это вот ожидание, когда вы просто ждете, когда по регламенту пройдет срок, и этот документ у вас будет готов. С другой стороны, интересная трактовка в этой карте – божественная синхронность. Не случайно, опять же, два ангела. И нам говорят, божественная синхронность действует или творит буквально, творит что-то прекрасное в вашей личной жизни. В вашей личной жизни или в любовном союзе. Поэтому, мои дорогие, тут, правда, какие-то отношения, посмотрите, если мы уже переключимся, опять же, на любовь, на личную жизнь, да, даже для тех, кто вы сейчас вот в паре, да, или вы в браке, и пусть это даже долгий период времени, но, может быть, уже какая-то рутина, вот она все равно действует на ваши отношения, то здесь вы словно узнаете друг друга заново, и карта страсти. И вот эта божественная синхронность, она как раз будет действовать. Для тех, кто один или одна, но главное, наверное, решиться и выйти из какого-то
периода ограничений или из периода одиночества. И вам ведь тоже высшие силы будут помогать, чтобы вы встретили своего человека, словно ангел выходит навстречу. Но это от вас потребуется и мужество, и настойчивость, и силы. И это понятно, что мы не просто вышли и пошли кого-то искать. Нет, это вы чем-то занимаетесь. К вам именно уже несколько карт об этом сказали. К вам приходит человек, может быть, когда вы развиваете свое творчество, хобби, или что-то изучаете, или путешествуете, но вы действуете или занимаетесь тем, что вам нравится, или вам приятно этим заниматься. Вы чувствуете себя от этого хорошо. И вот вы тогда вот эту синхронность, ведь вы можете встретить человека, которому также интересны те направления, которые интересны вам. И вот тогда вы и можете какой-то волшебный союз создать. И вот тогда вот именно волшебная синхронность, божественная, именно синхронность, как прописано в этой карте, влияет на вашу личную жизнь. Интересный очень у вас расклад, мои дорогие весы, неоднозначно, это я должна сказать, но тем не менее очень многообещающий. И знаете, это как что-то неизведанное, но чудесное, какие-то возможности, они у вас уже на пороге в 2025 году. И я вам искренне желаю, тут какова бы ни была история, для всех абсолютно весов будет очень позитивный момент. Но, повторюсь, действия какие-то от вас потребуются. Но эти тогда действия, знаете, бывает, что мы и делаем что-то, а все из нуля в рогожечку. А здесь нет. Здесь будет результат. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.